Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вам общий расклад Таро, что сбудется в ближайшее время. Загадывайте свой отрезок, промежуток времени, настраивайтесь на себя, на свой поток, на свою ситуацию. И давайте с вами посмотрим Таро-прогноз на ближайшее будущее. Что ждет, что произойдет, к чему быть готовым. Какие подарки готовит судьба совсем скоро. По традиции начнем с ситуации, что происходит в вашей жизни прямо сейчас, на что стоит обратить внимание. Девятка жезлов. Вы идете к результату и к успеху долгим путем, повторения каких-то ошибок и извлечения жизненного опыта. Усталость, и чувствуется усталость, физическая усталость, и может быть где-то даже отсутствие не только сил, но и, давайте так, где-то отсутствие мотивации даже, да, вот вы, может быть, уже и находитесь за шаг до цели, но может быть, где-то и не верите уже, да, что это может получиться. Хотя, смотрите, все равно верите, надежда есть. Вы не ухудшаете свою жизнь, идете своим путем, правильным путем. И, все равно, даже если у вас что-то не получается, вы стараетесь не ухудшить ситуацию, улучшить жизнь, изменить ее к лучшему и надеетесь на скорые перемены, особенно если это касается отношений или вашей семьи, или каких-то союзов, договоров. Правосудие все-таки это не только семья, но и союзы. Да? Давайте еще посмотрим. Четверка жезлов. Вы вот или уже завершили, но еще пока не осознаете. Или завершаете, или подходите к успешному завершению определенного этапа в своей жизни. Касается недвижимости, семьи, даже бизнеса, продаж, работы. Вот в таком стиле. И, в принципе, это и неплохой результат может быть. И будет результат этот неплох сам по себе. Четверка жезлов — это скромный, но хороший результат. То есть вы уже или уже добились, или вот получите эту скромную, но долгожданную, скромное, но долгожданное событие или результат, да? Восьмерка мечей. Боитесь, что не получится, и все равно есть какие-то опасения на будущее. Может быть, вы чего-то добились, но знаете как, у вас такая жизненная ситуация, может быть, у вас что-то появилось, и вы теперь боитесь, что вам за это что-то будет. Вот. Знаете, а есть такое, а как бы так, чтобы у нас все было, но нам за это ничего не было. Так вот у вас, вы что-то получаете, или уже получили, или вот получите, и боитесь, что это либо потеряется, либо у вас заберут это, либо вас еще и накажут за это, да, то есть где-то вы что-то с трудом получили, а теперь побаиваетесь. Есть такое, если у вас есть такое ощущение, напишите, да, или было знакомое ощущение такое, да, что будет потеряно то, что найдено, да, или упущена возможность какая-то, может быть. И да, рыцарь мечей, да, боитесь, и есть некое у вас предчувствие чего-то нехорошего. Рыцарь мечей — это опасность, чего-то опасаетесь, да, вот, может быть, опасаетесь за свой результат, получится, не получится у вас, да, изменить что-то, продать что-то, договориться с кем-то, потому что союзы. Шестерка — это переговоры часто, шестерка — это отношения, да, 12 — это повешенный, как бы у вас томное ожидание есть. Давайте так скажем, вы сейчас томитесь в ожидании,
выгорит у вас ситуация, получится она или не получится. Да, вот так вот. Ну, давайте быстренько с вами пробежимся. Мы сегодня затягивать с вами не будем. Но вот в ближайшие 10 дней посмотрим прогноз. Какой результат? Первый вопрос. Какой результат у вас будет? Вот девятка жезлов — это всегда результат. Причем к этому результату вы шли достаточно долго, да? Какой результат будет? Святая вода, ну, я так скажу. Он будет трудный, нелегкий, но он будет. Может быть, он не в ближайшие 10 дней, а чуть-чуть он затянется. Крест — это трудности и преодоление препятствий. И иногда тут повешенный фигурирует, он тут в числах, да. Но оно все равно у вас получится. Вот этот результат вы правильным путем идете все-таки. То есть, да, он будет, но может быть немножко позже. И что-то лишнее уйдет из вашей жизни, вы от чего-то освободитесь. Кстати, сегодня-завтра, ну, вот эта карта сегодня-завтра, у вас пару дней. Зайдите в церковь, поставьте свечу за здравие и за успех предприятия, мероприятия или какого-то дела в вашей жизни. Все получится. Ну и в течение 10-12 дней, ну как минимум 9 дней, если есть возможность, умывайтесь священной водой. Окей? Услышали. Вот перемены, скорые перемены к лучшему. В каком ключе и с чем они будут связаны? Давайте посмотрим. Что изменится, да? Какие подарки преподнесет судьба? Будет успешная продажа, будет успешная покупка. Может быть успешный договор и инвестиция. И смотрите, у человека Земли, а тут именно Земля, будет успех. То есть, если вы Дева, Телец, Козерог особенно. Ну и если вы ищете себе партнера, партнершу земной стихии и сами земной стихии, то вас ждет успех. Как минимум Земля преподнесет вам успех. Может быть, с участком какие-то будут хорошие изменения. Может быть, вас ждет урожай и даже, может быть, решение суда о наследстве или вообще как таковое наследство. Дальше четверка жезлов. Это такой себе результат достижения чего-то. Именно результат. С чем он будет связан? Успех в деньгах будет. Открывается финансовый канал. Смотрите, особенно если вы делали чистку, отвязку, открытие дорог, потихонечку будет налаживаться финпоток, финканал. То есть можете найти скромную, но подходящую стабильную работу. Улучшения в бизнесе будут, улучшения в делах. И если ищете инвестора, покровителя и человека, который вас может кредитовать, вам, найдете источник денег, в общем-то, да, то есть хорошая. Безденежья карта вообще сама по себе негативная, но тут здесь идет освобождение и умножение финканала как такового. Поэтому я и говорил изначально, вы идете правильным путем. Может быть, вы нашли там, условно говоря, какую-то работу и боитесь ее потерять, кстати, и может быть у вас бизнес начался и вы боитесь за его успех, да? Вот этот вестник, он не очень о хороших переменах, рыцарь мечей, но давайте посмотрим дальше. Давайте, чего стоит опасаться и с чем или с кем вам нежелательно видеться в ближайшие дни. Вот этот отрезок времени, или кого стоит избегать. Избегайте воров, нечистых людей, людей, которые могут что-то похитить, ограбить, украсть, испортить. Имейте это в виду. Если делали чистки, церковь, обереги, амулеты носите. Ну и то, что я говорил, зайдите в церковь. Тут вот это вот могут быть как воры физические, будьте просто осторожны, так и воры энергетические. Потому что вот эта вот угроза не только физическая, военная, да, допустим. Это, кстати, военный, между прочим, если что. Но и, там
злодей, да, темный маг, ведьма и так далее. Крысы обычно о крадниках и порче имущества, о порчах, о сглазах могут быть, поэтому с точки зрения здесь с глаз долой, сердца вон, да, поэтому будьте осторожны, может быть, вы поставили защиту, все, могут быть люди, которые опять будут в вашем поле. Избегайте, либо носите с собой защиту и укрепляйте ее молитвы, священная вода, святая вода, церковь, свечи, все, что укрепляет силу вашего духа. Укрепление земля, видите, это же укрепление оберега у нас всегда. Хорошо, чего действительно стоит опасаться в ближайшие дни? Именно, да, в ближайший отрезок времени. Вот это дурной вестник. Это с кем не видится, да, то есть, а это опасаться вообще, то есть, вообще. Ну, черная кошка, темные силы. Ну, смотрите, если вы боретесь с... вообще в состоянии борьбы с магией, да, находитесь. Но имейте в виду, может быть атака, но вот благодаря вашим укреплениям, уже произведенным, да, если вы там на алтаре побывали, или в церкви, или под куполом, или вместе силы, вам вместо силы. Ну и обереги все на себе. Вот. Ну и если вы где-то в эпицентре боевых действий, то будьте осторожны. Ну, оно тут как магия, так и обстоятельства могут быть нелегкими. Давайте посмотрим, от чего вам придется избавиться успешно. Да, вот еще последняя линия будет. От чего предстоит успешно избавиться. Давайте, успешно избавляться от чего? От закрытых дорог, и у вас появляются хорошие возможности. То есть вы уже достигаете чего-то, избавляетесь от негативных возможностей, от ограничений. Не открывайте себе дороги все-таки. То есть смотрите, у вас, если вы сейчас это делаете, то шикарно просто, да. Как раз сейчас, по-моему, насколько я помню, период этот. Ну, по-моему, он еще не закончился, надо посмотреть. Счастливые часов не наблюдают, да, как говорится. Давайте посмотрим, успех на земле с чем связан. У вас открываются очень крутые возможности, особенно у мужчины, на мужчину и в сексе, сексуальный партнер. Но здесь воздержание не всегда у вас. Вот смотрите, даже мужчины, которые делали обряды, ритуалы, у них появляется сила. Проявляется вот энергия, желание, намерение, тестостерон и третья чакра, да, то есть, ну, активируется энергия Яри, именно сила руны Ур. Можете вот сейчас руну Уру себе наносить на запястье, если пойдет тепло, это говорит о том, что ваших сил, вашего намерения на достижение результата будет прибавляться, то есть у вас возможностей все больше, больше, больше. Ключи появляются, замки открываются. Ключ, замок, язык, амен. Вот так и пишите. Паузу ставите, пишите. Ключи появляются, замки открываются. Энергия Яри в реальность воплощается. Запомните. Ключи появляются, замки открываются. Энергия Яри в реальность воплощается. Ключ, замок, язык, амен. Ну, ключ, замок, язык, амен можете не писать, а вот то, что заклинание это. Хорошо, отлично, прекрасный прогноз. Давайте, что с денежками у вас? Ну, здесь может быть даже кто-то начнет отдавать долги вам. Почему-то у меня такое идет. Кстати, вас могут склонять к сексу. Соглашайтесь, вот здесь это даст энергетический поток. Толчок, рывок. Тяжелая ноша, ну, здесь вот что вот в ближайшее время, да, может быть, придется отдавать долг. И это хорошо, как бы не тяжело, отдайте хоть что-то, хоть немножко. Ну и кто-то, может быть, немножко отдаст вам долги. С деньгами прям не вот такой вот прям взрыв прямо в лучшую сторону, но постепенно вам все равно вы будете выходить из состояния стагнации. Прям революционный прорыв. Нет, будет поток налаживаться медленно. Атланты или тяжелая ноша, ну все-таки это медленная карта больше. Ну и все эти три карты, они медленные здесь. И давайте в квадрат тяжести зайдем, да, такой, или квадрат... Ну, это негатива квадрат, да, давайте разберемся, что тут с негативом и посмотрим. Итак, я хочу задать вопрос, кто может вам навредить? Вот кого именно опасаться?
Женщину опасайтесь, женщину Водолея, Весы и Близнецы. Вот они, Близнецы, Весы. Можете опасаться и мужчину-близнеца, и опасайтесь Фемиду. Вам придется защищаться, и опасайтесь женщины, которая мстит. Именно вот мстительной женщины, злой женщины. Ну и вам, как и женщине, нужно быть воительницей, ну и мужчине быть начеку. Это может быть очень опасная ситуация, поэтому будьте просто внимательны, умны и думайте, прежде чем что-то делать резко. Вот эта карта о подумать всегда. Ну и давайте посмотрим. Черная кошка. Какое послание из темного мира может вам прийти в ближайшее время? Такой мистический квадрат. Вот какое послание мира. Ой, доступность очень сложная карта, с мистикой связанная, да. Пока не открывается мне. Но вам будут знаки просто. Вам станут просто доступны знаки из темного мира. Ну давайте пару карт. Какие знаки это могут быть? 3 знака темного мира. Обратите внимание на змею. Женщину, которая может нести опасность. Даму трифовую. Это королева жезлов, Овен, Лев или Стрелец. Обратите внимание на эмоциональный фон и на людей, которые могут вас унижать, обижать или ограничивать в движении. Ну и на надменных людей обратите внимание. Надменная женщина может быть. Или женщина, которую вы обидели, и она считает, что вы ее обидели или унизили. Ну и третий знак, ангелы и демоны. В ближайшие 10 дней будьте осторожны, будет проявляться темная и светлая сторона соперницы, человека, которого вы обидели. Темные силы вокруг вас могут вам угрожать. И Фемида, закон, тоже может вас беспокоить и тревожить. Вот такие знаки судьбы, и на это стоит обратить внимание в ближайшие 10 дней. Искренне желаю світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас. І не забувайте допомагати силам світла, які нищать сили темряви. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.